Всем привет! Вы на канале Заседание дивана, и сегодня у нас романтическая прогулка по Шарм-эль-Шейху. Мы прогуляемся в один из самых старых районов Шарм-эль-Шейха, где расположен большой восточный базар, старый рынок. Также мы посетим мечеть Аль-Сахаба, прогуляемся по району Хаттаба и выпьем вкусные фреши в лаунж-кафе Фарша. Ну а вы не забывайте ставить лайк этому видео, обязательно подпишитесь на канал, если еще этого не сделали. Хочу напомнить то, что мы делимся своими впечатлениями и своим отдыхом. Поэтому, если у вас есть какие-то комментарии или же пожелания, обязательно напишите об этом под видео. В этот раз мы отдыхали в отеле Лабранда Тауэр Бэй. Так как отель находится достаточно далеко от старого города, мы решили воспользоваться такси, которое предоставляет сам отель. От нашего отеля до старого города 8 километров, поэтому мы и решили взять такси. Договорились мы о том, что нас отвезут в старый город, а потом заберут из Фарши по звонку. Старый город находится в юго-западной части Шарм-эль-Шейха, у небольшой закрытой бухты Шарм-эль-Майя. Здесь много частных и общественных песчаных пляжей с удобным пологим заходом в море. В старом городе находится порт, откуда по утрам уходят на морские прогулки большинство яхт. Также и мы в этот раз ездили на экскурсию на Белый остров в заповедник Рас-Мухаммед. Если хотите узнать больше о нашей экскурсии, напишите нам об этом в комментариях. Мы гуляли в старом городе вечером, посетили несколько магазинов, пообщались и пофотографировались с торговцами. Кстати, моя личная рекомендация. Если хотите привезти с Египта витаминов, косметику, то обязательно посетите аптеку в старом городе. Называется эта аптека «Русская аптека» и находится возле фонтана. Рынок Old Market – одно из популярных мест шопинга среди туристов. Весь старый город выглядит невероятно именно в вечернее время, но хотя бы один раз нужно посетить восточный базар Old Market и днем. Чтобы попасть на рынок, необходимо пройти стилизованные ворота, выполненные в древнеегипетском стиле и украшенные загадочными тематическими рисунками. Old Market встречает туристов восточным колоритом и изобилием товаров. Отовсюду слышатся крики торговцев зазывал и горы фруктов и другие дары природы. Если необходимо приобрести сувениры, то рынок в старом городе будет лучшим местом для этого. Настоящие папирусы и статуэтки египетских богов, ароматные масла и специи в шикарных флаконах – это прекрасный подарок близкому человеку и просто приятная вещица на память о сказочных днях в Египте. Также в предыдущем видео я уже рассказывала про магазин Mango Market, где можно купить продукты, сувениры и косметику. Если вы его еще не посмотрели, обязательно это сделайте, оно появится где-то здесь. Но здесь можно сделать и очень серьезные покупки, например, приобрести высококачественные изделия из натуральной крокодилией кожи, верблюжьей шерсти и египетского хлопка. Также совсем недалеко от старого города расположен магазин растений. Кроме туристических объектов, здесь автостанция и управление полицией. Конечно же, изюминка старого города – это большая мечеть, по крайней мере для меня. В огнях вечернего города выглядит просто фантастически. Мечеть Аль-Сахаба – самая новая и самая большая мусульманская мечеть на сегодняшний день в Шарм-эль-Шейхе. Ее строительство было закончено в конце 2016 года. На строительство мечети было потрачено около 30 миллионов египетских фунтов. Мечеть имеет два минарета высотой 81 метр. Крыша мечети поднимается на 36 метров. Мечеть может вместить около 3000 посетителей. Мечеть невероятно красивая что в дневное время, что в вечернее. Обязательно рекомендую посетить старый город именно из-за этой мечети. Ну а дальше мы отправляемся в лаунж-кафе Фарша. На самом деле сейчас я вам рассказываю про нашу вечернюю прогулку по Египту. Мы решили прогуляться пешком из старого города в Фаршу. Мы шли через район Хаттаба, через полицейский участок, через развлекательный комплекс «1001 ночь».
Кафе Фарша – это место, куда обязательно нужно попасть на отдыхе в Шарм-эль-Шейхе. Я считаю, если не был в кафе Фарша, значит не был в Египте. В районе Хотаба расположено полусотни отелей. В основном это отели категории 3 и 4 звезд, но также встречаются и 5-звездочные. Ближе к Фарше начинается уже жилой район, маленькие домики, в которых живут местные. Кафе Фарша в Шарм-эль-Шейхе – это стилизованное под Древний Египет кафе с разнообразной кухней, напитками и кальяном. Культовое место находится в районе Хотаба на рифе Рас-Ум-Сид и считается самым живописным кафе в Шарм-эль-Шейхе. Если вы с этим не согласны, напишите об этом в комментариях. Кафе построено на обрыве скал, и с любого места открывается панорамный вид на море. В переводе с арабского «фарша» означает оконную раму или дверной проем, и примерно этим же и украшено все кафе. В этом заведении весь интерьер сделан из старых вещей. Поломанные двери, кособокие лавки, битые кувшины и деревянные вазоны для цветов. Лучше всего, конечно же, приезжать в Фаршу вечером, так как днем не получится почувствовать весь колорит кафе. Кафе Фарша хорошо закрыто от ветра, тут можно посмотреть на закат солнца. В Фарше уютно, аутентично и стильно. Кстати, Фарша также популярный пляж с теплым морем и разнообразным подводным миром, который можно посетить днем. А что в меню? Что можно заказать в Фарше? Давайте посмотрим подробнее. В меню кафе алкогольные и безалкогольные напитки и коктейли, широкий выбор натуральных соков, разные виды чая, традиционные арабские и буддийские чаи. Еды тут практически нет, но можно заказать фрукты, горячие арабские пирожки, сырную тарелку, пиццу или мороженое. Кафе работает с 11 часов дня до 2 часов ночи. Когда мы отдыхали в Фарше, мы взяли 2 коктейля и горячее мороженое. Цены, конечно, тут не очень демократические, нам это все обошлось примерно в $30. У меня есть подозрение, что меню для иностранцев с одними ценами, а для местных с другими. Но я не утверждаю, так как я не знаю. Но я так думаю. Кстати, официанты говорят на английском языке, а вот на русском понимают не очень хорошо. Оплатить в кафе можно долларами или местной валютой. Если идете в кафе Фарш, то позаботьтесь о том, чтобы у вас были мелкие деньги. Вместо стульев и диванов – подушки, на которых можно удобно и уютно расположиться. Столы представлены большими круглыми подносами, в центре которых стоит свеча, лишь немного освещая. Но это создает какую-то такую атмосферу таинственности. Мест достаточно много и расположены на нескольких уровнях склона. А что по истории этого места? Из того, что мне удалось узнать в интернете, Фаршу открыл итальянец в 2000 году. Так говорят местные, точно я не знаю. Начал с одного островка, а потом Фарша расширилась и еще расширилась. И теперь это полноценное большое кафе в скале. Мы однозначно рекомендуем посетить Фаршу на отдыхе в Шарм-эль-Шейхе, так как это must-have, место, которое нужно увидеть. Кстати, рядом с кафе Фарша в 2020 году открылся тематический ресторан Санторини, где можно окунуться в греческую атмосферу. Попадая в кафе Фаршу, вы окунетесь в сказку Аладдина, где вы действительно сможете отдохнуть и переключиться. Незабываемый интерьер этого заведения оставит у вас не только приятные воспоминания, но также красивые и яркие фото. Кстати, про яркие и красивые кадры. В этом году мы решили запечатлеть не только на фото наше посещение кафе Фарша. Как вы уже могли заметить, на заднем фоне у меня стоит картина, там, где мы отдыхаем в этом кафе. Эту картину мы получили в лучшей мастерской портретов «Фокус».
Фокус – это лучшая мастерская портретов в Украине. Просто отправьте ваши фото и получите полноценную картину, которая прекрасно дополнит ваш интерьер и будет напоминать вам о приятных воспоминаниях на отдыхе. Подробнее с портретами от Фокуса вы можете ознакомиться в ссылке в описании. Ну а наша прогулка подходит к концу. Спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, видео вам понравилось. Обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Расскажите в комментариях, были ли вы в старом городе и в кафе Фарша.